В ортодоксальной медицине листья малины применяются для взрослых в составе комплексной терапии в качестве патагонного средства при простудных заболеваниях, а также при воспалительных заболеваниях полости рта и горла. В народной медицине ветки и листья используются намного чаще. Например, для укрепления иммунитета, профилактики простудных заболеваний, лечения кашля при простуде и гриппе, бронхите употребляют теплый чай или отвар по полстакана до еды. При ларингите, ангине, стоматите 2 столовых ложки измельченных веточек заваривают 1 стаканом крутого кипятка, настаивают 1 час, полощут горло через каждый час. От изжоги, боли в животе, от внутренних кровотечений используют лечебный настой. Заваривают порезанные стебли кипятком, настаивают около часа, принимают по 1 стакану 3-4 раза в день. Против заболеваний кожи, геморроя веточки варят на маленьком огне, пока отвар не станет красноватым, примерно 1 час. Потребляют 3 раза на день по стакану. Есть сведения, что салициловая кислота в ветках малины делает их полезными при ревматизме и полиартритах. Флавоноиды и фенольные вещества в ветках растения предупреждают образование тромбов, а кумарин укрепляет стенки сосудов. В некоторых источниках написано, что употребление настоя из веток малины нормализует свертываемость крови и проводит профилактику атеросклероза. Народная медицина также отмечает, что чай из веток малины полезен для женщин. Он помогает регулировать менструальные циклы, облегчает предменструальные симптомы и восполняет дефицит железа, который часто встречается у женщин с тяжелыми менструальными циклами. И, наконец, что многократно доказано наукой, ветки малины обладают отхаркивающим, бактерицидным и противовоспалительными свойствами. Они эффективно справляются с кашлем, насморком, бронхитом, ангиной, ларингитом, трахеитом и фарингитом. А сейчас рецепты. Делать чаи, отвары и настои из листьев и веточек малины очень просто. Я быстро расскажу их пропорции и дозировки, а затем представлю рецепт быстрой ферментации. Чай из листьев малины и веток. Первое. Измельчите ветки. Второе. Поместите в кастрюлю с водой и варите 20 минут. Третье. Снимите с огня, накройте крышкой и оставьте на 6 часов. Четвертое. Полученную жидкость процедите и употребляйте 3 раза в день за 30 минут до еды. Отвар из веток малины. 2 столовые ложки листьев поместите в эмалированную или стеклянную посуду. Залейте 1 стаканом кипяченой воды комнатной температуры. Второе. Закройте крышкой и оставьте на водяной бане 30 минут. Третье. Процедите, отожмите и доведите кипяченой водой объем отвара до 1 стакана. Четвертое. Принимайте внутрь по треть стакана теплого отвара 2-3 раза в сутки. Перед употреблением отвар рекомендуется взбалтывать. Для полоскания используют теплый отвар 6-8 раз в сутки. Настой из веток малины. Первое. Свежесрезанные или высушенные ветки залейте кипятком. Второе. Закройте емкость и настаивайте в течение часа. Для этого можно использовать термос. Третье. Готовый настой пейте 3 раза в день по стакану. В настой можно добавить мед, имбирь, лимон или свежие ягоды. Это усилит его действие и поможет быстрее справиться с простудой. А теперь обещанный рецепт быстрой ферментации листьев малины, из которых вы получите реально целебный чай. Сразу приношу извинения, что на экране будет только текст, так как видео пишется поздней осенью и нет возможности показывать сам процесс из-за отсутствия листьев. Но вы все поймете. Первое. 3-литровую банку плотно набить верхними и сочными листьями малины. Второе. Оставить банку, не закрывая крышкой, на солнце на сутки. В холодное время года поместить банку в духовку, сделать температуру 50-60 градусов и оставить там на 6-8 часов.
Затем переместить банку до следующего утра в самое теплое место в доме. Третье. По окончании суток содержимое банки переложить в пластиковые контейнеры и поместить в морозилку еще на сутки. Четвертое. Достать банку из холодильника и разложить листья на ровной поверхности для сушки. Летом сушить листья в солнечную погоду в тени. Потребуется примерно 2 суток. В холодное время года сушить листья можно в духовке. Пятое. Сложить сухие листочки в пищевой контейнер. Использовать для приготовления чаев, настоек и отваров. Срок хранения таких листьев – 1 год. Обращаю ваше внимание, что это не просто сушка листьев, это быстрая ферментация. Такие листья обладают целебными свойствами и могут использоваться для оздоровления всего организма в целом. Кстати, во время заваривания листьев добавьте веточки малины. Так будет еще полезнее. Если видео было полезным, можете поставить ему лайк и поделиться с друзьями. Чтобы не забыть рецептов, рекомендую добавить это видео в плейлист или закладку браузера. Если будут вопросы по теме, пишите, я отвечу.